Александр Брик: не жалеть краску может тот, кто разъезжает по Италиям на этюды. У многих такой возможности нет. Да и Леонардо, Вермеер, Энгер не очень разбрасывались, жалели краску, писали тонко, лессировками. А Васильев, Саврасов с Шишкиным не очень транжирили краску. Может быть, сюда можем добавить Левитана, которого постоянно не хватало средств. Но я видел, что очень многие люди, которые живут в Америке, например, или в Европе, я просто по тем, кто ко мне на классы приезжает, которые очень обеспеченные, жалеют краску. Это нормальное свойство человека жалеть продукты, я не знаю, краску. Мне понравилось, как написал Фантоццио Мазини: краску действительно жалеть нельзя, иначе ничего не получится. Это как прийти на обед и съесть одну корочку хлеба, потому что дорого и мне жалко. Ну, ребята, я же в том видео про то, что жалеть краску не надо, говорил, что есть способ. Да, я отлично понимаю, и мне тоже жалко. Было все время жалко. Был даже момент, мы писали в Гурзуфе, подошел ко мне Бато, я ему протягиваю две кисточки, и говорю: мазни. Мне было очень приятно, что мастер там высокого уровня на моем, этюде сделает там, я не знаю, 2 мазка. Бывает так, что художник-мастер делает 1-2 мазка, и работа завершена, закончена, потому что все сразу решается. И что вы думаете? Он говорит: напрасно ты меня сюда пустил. Берет, зачерпывает все, что у меня там было, в 1 мазок большой кистью, и бум, там 2 или 3 он делает, все, что было на палитре. Я с ужасом смотрел, потому что краски дорогие, боже мой, напрасно я его сюда пустил. Но работа была сразу же завершена. Это было вторжение, да, в мой, я не знаю, стиль, но я увидел как харизму, я увидел, что мазок один, какой он обладает силой. Это для меня был хороший урок, чтобы перестать ее жалеть. Но еще прошло несколько лет, прежде чем это все равно прорывается, все равно иногда жалко, но я себя как-то так останавливаю. Просто смотрю на это с улыбкой. Что ж делать? Краски дорогие, а продукты что? Они дорожают и дорожают. Что ж теперь, не есть, что ли? 1 корочку хлеба жевать, и все, с водой. Надо зарабатывать, в том числе и на поездки в Италии. Для художников это очень важно, посещать различные красивые места. Потому что полнота впечатлений заводит этот мотор, и ты начинаешь активно работать. Ты жалеешь каждую минуту, которую ты проводишь в красивом месте. Тебе не до сна, я не знаю, не до обеда и так далее, не до перерыва, потому что ты используешь весь световой день, включая вечер. Кстати, вечерние мотивы я вам покажу, которые писал на площади Марцамеми на Сицилии в конце ролика. Вы там не забывайте, друзья, отмечаться, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, комментируйте в конце концов уже. Чего ж не поставить плюсик, закорючку, если вы уже здесь по умолчанию. А колокольчик, он вам будет уведомления присылать о новых видео, если вы его тренькнете, нажмете на него. И потом, Александр Брик, писали Саврасов, Васильев там лессировками, да? Но пишите, пожалуйста, лессировку, жалейте краску, нет проблем. Но пишите так, чтобы это было по пятну разобрано. У того же Левитана это мастерские, великолепные небольшие работы. Да и большие тоже. Все очень грамотно. Я-то предложил вам, если не хватает средств, делать маленькие работы. Что же вы об этом не написали? Это же выход. В маленькой работе уйдет мало краски, чем в большой. В 10 раз меньше. Поэтому работа на малых форматах дважды выгодны. Первая выгода, самая основная, что вы в детали не лезете, вы вынуждены большими массами мыслить. И это мышление нарабатывается и остается с вами навсегда. А вторая, то, что вы не тратите много средств. Кстати, вы упомянули Вермеера, по-моему, он говорил, что я не пишу больших холстов, мне девать некуда их.
Елена Мацкив, Слава, как ты относишься к такой ситуации? Художник говорит своим ученикам: да, у Славы Короленкова хорошая живопись, он свободно владеет техникой, но вам такого уровня не достичь никогда, а поэт потому даже не пытайтесь так писать. Возвращайтесь к своим кубикам, к классической живописи, пишите, как я, и не мечтайте в том направлении, все равно не получится. Посмотрите в интернете, просто забейте в поисковике знаменитые художники, которые стали писать поздно. Ну, что-то там на эту тему. Вы удивитесь, сколько таковых, которые начали писать в 60 лет, позже. Но связанные со здоровьем, наверняка вы знаете примеры. Например, человек доводит себя до того, что у него там куча каких-то болезней из-за сидячего образа жизни, неподвижности такой, перемкнет что-то в голове, он начинает двигаться, ходить в тренажерный зал и изменяет всю свою жизнь. Известны примеры, когда раковые больные, когда уже все на карту, ну все уже, конец, осталось там, я не знаю, сколько жить, он бросает все и едет в кругосветное путешествие. Таких примеров много, наверняка каждый из вас их знает, вы сейчас легко это приведете, я имен не помню. И поскольку жизнь переворачивается, Тумблер, все уже, ну все, конец. Он перед выбором, вот что делать, просто вот, я не знаю, в хосписе сидеть или попытаться вот последний год провести радостно. Он едет в кругосветку, через год возвращается, нет никакого диагноза вообще, рак прошел. Американские ученые делали исследование, что радость каждого дня влияет на продолжительность жизни, она увеличивается, если каждый день человек находит вот, ну, радость в каких-то, я не знаю, мелочах. Яичницу вкусную приготовил, тапки обул, в спине не заколола, я не знаю, кошку погладил. Ну, просто радость, вот она накапливается, изменяются все структуры организма. И те, от которых зависит продолжительность жизни. То есть организму выгодно пребывать в радости каждый день. Он просто дольше живет. Ну и, естественно, без болезни. Я за то, чтобы цепляться за жизнь, сколько бы ни осталось времени, и провести ее в творчестве, в созидании, а не в нытье. И этому человеку, который говорит, что никогда даже не пытайтесь, ну, промолчите, просто не ходите к нему заниматься. Зачем он такой человек, который настраивает вас на негатив? Я за то, чтобы мыслить позитивно. Друзья, у нас в школе 50% скидка на базовые уроки. Я очень рекомендую на них обратить внимание, потому что я заметил, что те, кто ленится, например, с перспективой поработать, а пишут хорошо, но все равно провалы. Вот каждая их работа, ну, где есть какие-то построения, хромает. И живопись хорошая, но не на том месте лежат мазки, находятся, и все проигрывает. Сразу минус, огромный минус. Посмотрите урок о композиции в пейзаже. Это касается вообще видения художника, композиционного видения, ну, любого мотива. Как ее сочинить, эту композицию, из простых вещей? Сколько нужно предметов? А может быть, их много? А может быть, слишком я много наставил, пересчитываю все это на свете? А может быть, лучше меньше написать? А что-то вообще опустить, чем-то пожертвовать? Вот об этом, вот эти базовые уроки, обратите на них внимание. Тем более, что их можно приобрести за полцены. Ragazze per me, 10 ragazze per me, 10 ragazze per me, però io muoio per te, però io muoio per te, però io muoio per te, però io muoio. Предлагаю вам еще одно кино, после этого посмотреть «Незавершенные картины». Отметьтесь там, пожалуйста, в журнале. Ну пока. Удачи в живописи.